Друзья, всем привет! Сегодня видео о том, такое промежуточное видео о том, как чувствуют себя 5 орхидей, которые мы посреди зимы сажали в полуорганические грунты, точнее не в полуорганические грунты, ну 3 в полуорганические, а 2 в органические. Значит, 3 орхидеи мы посадили в керамзит, смешанный с кокосовыми чипсами. Вот такие вот кокосовые чипсы. Марку не буду показывать, это не имеет смысла. Сам смысл в том, что мы сажали в кокосовые чипсы. Причем кокосовые чипсы мы не промывали, а вот как есть они в упаковке. Вот так и посадили и наблюдаем, что будет происходить в такой посадке. И 2 орхидеи мы вместо керамзита смешали кокосовые чипсы с корой. Все в соотношении 1 к 1 примерно. Ну там плюс-минус на глаз, опять же, все это делали без измерительных приборов. Что интересного в этих 5 орхидеях? Что в первой партии кокосовые чипсы и керамзит, 3 орхидеи. Одна орхидея была прям вообще практически без корней, и мы ради интереса посадили орхидею на реанимацию и в тот же момент и на наращивание корней. То есть орхидея такая прям, ну совсем там вот один с мизинец корень был полумертвый такой. И во второй, значит, партии орхидей из 2, которые мы посадили кокосовые чипсы с корой, это один и тот же сорт, но из этих 2 орхидей одна была нормальная, а вторая тоже с мизинец, вот такой вот стрючочек. И вот, значит, в первом случае мы такую, знаете, слабую, хилую орхидею замачивали в куркуме. Потому что корни гнилые, плохие и все такое прочее. А во втором случае, друзья, мы орхидею обрабатывали дегтярным мылом, он же от насекомых вредителей, он же немножечко фунгицидные свойства имеет, подавляет некоторые грибки, бактерии. И обработали кислотами, то есть вот этим вот средством антистресс-стимул, в составе которого, я сейчас покажу вам крупным, есть набор свободных ЛА-аминокислот. То есть вот сюда на паузу можете нажать и посмотреть состав. Средство очень хорошее от стрессов и для... Ой. Что-то у меня в глазах помутнело. Вот. Ага, вот. Хорошее средство для антистресс для орхидей после пересылки. После всего копеечное средство у нас в магазинах продается. Итак, вот начнем с первой партии. Все это происходило у нас 2 месяца назад посреди зимы. Прямо вот в середине января. Сейчас у нас, сегодня у нас 21 марта, да? Да, 21 марта. И ровно 2 месяца назад, где-то вот с 15 по 23 января мы это все делали. Какие-то орхидеи на неделю раньше пересадили, какие-то на неделю позже. И начнем, друзья, сразу давайте с слабой орхидеи, которую посадили в керамзит с кокосовыми чипсами. Это Phalaenopsis Biglip, Purple Fairy, пурпурная фея. Вот эту орхидею мы замачивали в куркуме, отгнили. В куркуме прям вымачивали ее. Она была практически без корней. За это время она начала расти, смотрите. Вот такие вот слабенькие, маленькие листочки. Но тем не менее, друзья, она восстановила тургор, потому что когда мы ее замачивали, она была такая прям, знаете, ну, прям такая мягкая, как губка. Сейчас она, я не знаю, вот он микрофон. А у нее листья твердые, как прям, я не знаю, пластик. Прям вот реально пластик. Корней пока не видать. Вот. Корней у нее пока не видно, но она, тем не менее, значит, постоянно придерживаю влажный горшок для того, чтобы это стимулировало рост корней. И корни уже пошли расти. Вот, можете посмотреть, корней не было,
Вот у нее корешочек, там еще один под листиком корень, то есть процесс пошел. Она первый, наверное, месяц была на мокрых пяточках, то есть я держал воду постоянно вот на палец где-то внизу в воде. Сейчас стал просто влажным держать. Вода стекает, видите, немытые чипсы. Но это, друзья, никак не влияет на орхидею. Пока что, по крайней мере, 2 месяца прошло. Пока что вот эти вот невымытые вещества из чипсов никак не влияют. Орхидея вот так себя чувствует. Дальше идем. Следующее, это первое. Керамзит с кокосовыми чипсами. Вторая орхидея, друзья. Это тоже биглип. Вот такая вода сливается. Это 2 дня назад у меня был полив. 3 дня назад был полив. Это вот стекло с горшков. Вот. Это у нас, друзья, орхидея далматиан. Кар далматиан. Да, кар далматиан. Вот в таком она состоянии. Корни, что насчет корней? Насчет корней корни растут. Вот они, ну, видите сами. Вот. Корешочки есть. Пока еще не доросли до стенок. Старые корешки. В общем, орхидея растет. Дальше. Третья орхидея. Ну, я по вкусности увеличиваю вкусность. Да? Третья орхидея. Ба-бам! Корни, смотрите, как поперли. Это у нас Moonlight серенада. Лунная серенада орхидея. Смотрите, биглип тоже. Вау. Смотрите, как попросыпались корни. Как отзывается орхидея на посадку вот в кокосовые чипсы с керамзитом. Тут все прекрасно. Орхидея просто радуется. Просто радуется. Смотрите, 2 месяца в этой посадке. Вы сами, друзья, смотрите и делайте просто выводы. Я специально показываю, потому что в прошлых годы у нас были посадки в керамзит и в кокосовые чипсы, в кору и кокосовые чипсы, но особо отдельно прям не акцентировал на этом внимание и отдельно плейлист не создавал. Вот сейчас прям у нас идет целенаправленное такое вот изучение, точнее освещение жизни орхидей в этих именно вот грунтах, смешанных пополам. Одна часть орхидей керамзит с кокосовыми чипсами, вторая часть это кора с кокосовыми чипсами. Теперь вторые 2 орхидеи. Это у нас, значит, ну давайте со слабой начнем. Слабая орхидея. Это, помните, я купил 2 орхидеи в уценочке. Это орхидея манта Мальдивес. Мальдивская манта. Биглип тоже обалденный такой. Пастельно-нежно-розовый красавчик. И, значит, у этой вот орхидеи вообще не было практически корней. Мы ее воткнули. И вот периодически я держу. Она у меня вот здесь. Вот видите, в блюдечке. После полива в блюдечко стекает вода. Я ее держу. То есть периодически смачиваю ей горшок методом полива. Я уже рассказывал, чем хороши вот эти вот посадки керамзит с кокосовыми чипсами. Можно на мокрых пяточках держать. А вот кора с кокосовыми чипсами очень хорошо поливается методом быстрого погружения. То есть вот в емкость набрал воды, вот так вот. За счет того, что между кокосовыми чипсами и между корой находятся волокна кокосовых чипсов, вот так, как мох типа, в воду бульк, прям буквально вода просочилась, дошла доверху, все, поднял, слилось, уже все напиталось. Кокосовые чипсы быстро впитывают воду, поставил, через день-два кокосовые чипсы отдали мокроту и воду, напитали кору. Кора взяла эту воду и потом несколько дней ее отдает. То есть очень удобно, практично с точки зрения быстроты. Еще раз, я не усложняю уход за орхидеями, а вот уже сколько,
с 2017 года на этом канале пытаюсь максимально упростить уход. В постоянном нахожусь в поиске для того, чтобы облегчить уход за орхидеями. И говорю и буду говорить, что орхидеи, не мы живем для орхидей, а орхидеи живут для нас. И поэтому философия нашего канала в том, чтобы как можно проще, легче ухаживать за орхидеями этими, чтобы они как можно лучше нас дольше и больше радовали своим цветением. Вот философия. То есть, если посадки, то это вот так вот просто. Если обработки, то это тоже просто. Без каких-либо усложнений и танцев с бубнами. Вот так. Вот, собственно, поэтому мы и вот разрабатываем компонуем всякие компоненты для грунтов, различные способы полива, ухода, чтобы как можно проще, легче было нам с этими красотками. Вот. А им при этом все нравилось. Так, ну и вторая орхидея, это тоже, она же, я две купил, которая получше себя чувствует. Так, зачем я ее сюда поставил? Она у нас вот в этом должна быть. Вот. Тоже Манта Мальдивес. Вот. Вот так вот она. Кстати, и вот эта, которая была без корней, у нее тургор на месте. 2 месяца прошло, она чувствует себя прекрасно. По поводу растущих корней, я сейчас посмотрю. Их особо не видно. Но и, знаете, беспокоить ее тоже не хочу. Мы специально вот ее глубоко вот так посадили для того, чтобы грунт вокруг основания был и влага вот это вот стимулировала рост корней. Но пока 2 месяца прошло, пока ничего не видно, да? Вот. Но это, если мы не видим, не говорит, что чего-то там нет. Вот. Раз у нас орхидея катастрофически не теряет тургор, значит, там все нормально. Так, ну и та, которая была в хорошем состоянии, листик растит, все у нее замечательно. Ну и, соответственно, сами все видите, корни у нее проснулись, начинают проклевываться. Снизу еще пока нету. Но мы, по-моему, их на пару недель, наверное, позже пересадили, чем первую партию. Да, то есть мы их буквально 1,5 месяца назад пересадили. Поэтому ожидать сейчас чего-то такого вау, по большому счету, не стоит. Но зато откачали вот эту орхидею, откачали стимулом, антистрессом. В общем, друзья, вот такое сегодня небольшое видео промежуточное про орхидеи, которые у нас посажены с применением кокосовых чипсов. Почему? Значит, я на этом акцентирую внимание, кокосовые чипсы, потому что постоянно вопросы задаются, каким компонентом заменить мох сфагнум, потому что, как практика показала, до этого много лет подобного не было, а здесь у нас за один сезон в нескольких горшках почвенные грибы сожрали мох сфагнум, и встал вопрос такой, знаете, компонента тоже органического, тоже по свойствам схожего с мхом сфагнумом, но более стойкого к различным микроорганизмам. И вот мы сейчас берем кокосовые чипсы, его и применяем, но как добавку в грунт, потому что кокосовые чипсы сами по себе, конечно, в качестве мохового фитиля не совсем удобно его использовать. Его можно использовать, я даже имею представление как. Это надо взять какую-то трубочку, вот, эту трубочку поставить здесь вдоль горшка, потом в эту трубочку напихать этих кокосовых чипсов, подутрамбовать, потом сделать посадку орхидеи, засыпать грунт и аккуратно вытащить трубочку. И тогда в виде трубочки, не моховой фитиль, а кокосовый, из кокосовых чипсов фитиль, он останется. И вот тогда он будет поднимать воду. Но это такое, знаете, такое себе. Не, ради эксперимента мы, конечно, сделаем так, но это такое, знаете,
ну, не совсем практичный и такой, знаете, трудозатратный. Ну, хотя для совсем арханутых архаманов, вот, которыми мы с вами являемся, ну, не знаю, по крайней мере, я. Вот, попробовать можно. В общем, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Да, вот это вот прям лучше всех. Орхидея, лунная серенада, биглипчик. Прям ей эта посадка очень хорошо зашла. Ну, опять же, 2-1,5 месяца это еще не показатель. Вот, тем более для посадки, сделанной прям посреди зимы.